Всем привет! Часть вторая. Приведение к нормальному бою винтовки Мосина. Если вы не видели первую часть, то обязательно посмотрите ее, для того чтобы материал был логически полным. Итак, вперед! Если при проверке боя окажется, что положение средней точки попадания или рассеивание пуль не удовлетворяет установленным требованиям, то оружие приводится к нормальному бою. В предыдущем видео мы подвели итог проверки боя. Габарит рассеивания не выходит за пределы установленных 15 см и считается удовлетворительным. Средняя точка попадания имеет отклонение от контрольной точки и требует корректировки. Приведение оружия к нормальному бою производится стрельбой с последующей регулировкой прицельных приспособлений. Прицельной линии придается необходимое положение по отношению к оси канала ствола. Приведение к нормальному бою винтовки Мосина заключается во внесении корректировок в прицельные приспособления, а точнее положение мушки. Если СТП отклонилась по горизонту, то мушка перемещается при помощи прибора регулировки боя или попросту мушка Дава, который имеет лимб на 0,1 доли миллиметра. Перемещение мушки на 0,5 мм дает смещение СТП на дистанции 100 метров в 8 см на цели. Делаю полоборота для того, чтобы проверить смещение средней точки попадания. Стреляю, не изменяя точки прицеливания. Получаю следующие результаты и нахожу СТП, как и прежде, при помощи метода последовательного деления отрезков. Устанавливаю прибор с другой стороны и перемещаю мушку влево на четверть оборота. Прибор регулировки боя имеет лимб на 0,1 доли миллиметра. По высоте средняя точка попадания не имеет отклонений более допустимых 5 см, поэтому не вижу необходимости в замене мушки на более высокую, так как мушка, которую я приготовил, больше 0,5 мм, даст значительное отклонение СТП вверх, а спиливать ее
не очень-то и хочется. Стреляю еще одну серию. Итог приведения к нормальному бою с открытого прицела. Кучность в габарите 6 см, что гораздо меньше установленных 15. Средняя точка попадания отклонилась от контрольной точки на 1 см вместо допущенных 5. Винтовка Мосина считается приведенной к нормальному бою. После приведения оружия к нормальному бою на одной установке прицела, всем остальным установкам прицела будут соответствовать необходимые углы прицеливания и превышение средних траекторий над линией прицеливания для данного экземпляра оружия на всех дальностях стрельбы. Также не могу не отметить то, что я овладел методикой использования моего нового пристрелочного станка на практике. Итак, следующий шаг — выверка оптического прицела ПУ и проверка боя снайперской винтовки Мосина.